Юлия Керимова. Посетили вашу выставку, это восторг и куча эмоций. Большое спасибо. Большое спасибо вам, Юля. Ваши работы полны счастья, и оно передается отчетливо. На втором этаже особняка выставка двух академиков, как мне их представили. Захотелось вас спросить о таком: академик и творец, или академическая живопись и творческая? Это противоположные вещи или нет? И как они сочетаются, если нет? Вспомнилась просто ваша фраза: уход академизма в творчество. Что же такое творчество? Поделитесь, пожалуйста, мыслями на эту тему. Да кто ж его знает, что такое творчество, Юля? Это вечный разговор, и, наверное, никто не может точно дать объяснение, что это такое. Ну, формулы наверняка нет. Вот это творчество, вот это не творчество. Насколько я слышал, в мире не существует различных градаций художественных достижений художника. Вот этот более творческий, этот менее творческий, этот трижды заслуженный академик, этот член КОР, этот еще какой-нибудь член. Есть просто звание художника, оно очень высокое. Для меня лично не существует вообще никаких слов после имени. Я имею в виду заслуженный член, и там много-много-много всего. Для меня существует живопись. Либо она есть, либо нет. Я как-то это интуитивно чувствую. И бывает так, а может быть даже в больших случаях бывает, что я подхожу к картинам академика, я не могу смотреть. Мне это режет глаз. И что тогда делать? Какое тогда значение для меня существуют вот эти бесконечные заслуженные и перезаслуженные? Вот какое, если я не могу смотреть? Либо я больной, либо они. Но академики гордятся своими вот этими именами. Они поправляют, если не так скажешь. Не на то место слово поставишь или упустишь. Значит, это предмет гордости. Если эта гордость больше, чем живопись, чем ее качество, то какое она имеет значение? Давайте вместе порассуждаем на эту тему. Может, у кого-то другие мнения есть. Того же Николая Фешина, мною любимого и всеми, наверное, в мире любимого и уважаемого художника, все знают как художник Николай Фешин. Его заслуга в том, что после его имени нет никаких других слов, только имя. Художник Николай Фешин. Мне кажется, к этому надо стремиться. Для него качество живописи, виртуозная живопись, была на первом месте. Ну а творчество это или не творчество, это определяют ведь потом люди, которые смотрят, которые пишут статьи, искусствоведы. Для художника все, что он делает, является творчеством, потому что он живет этим. В каждом его мазке целая жизнь. Значит, нужно добиться того, чтобы мазать так, чтобы все сходили с ума от этого одного мазка, положенного в нужное место. Мне кажется, другие заботы отпадут сами, если мазок будет на месте. Все остальное выстроится. И выставки, и продажа работ — это потом. Сначала нужно сделать продукт, чтобы он был съедобный, чтобы он был высококлассный, вкусный очень продукт. Тогда все потянутся в этот ресторан, будут пить именно это вино, будут смотреть этого художника, потому что то, что он делает, высококлассно, не похоже ни на что. Это не копия кого-то, не подражательство. Это твоя душа, твои открытия в каждой работе, в каждой. Саид Ахмад Саламов. Сколько не пишу я картины, всегда вопрос стоит: фон первый или с фоном нужно вместе работать? Пройтись как бы, но часто бывает исключение, что фон нужно после грунтовки сразу накладывать, потом писать все остальное. Короче, правил нет, хотя есть некоторые. Константин Коровин утверждал, что работу нужно вести одновременно по всему холсту. Он не разделял: это фон будет, а это не фон. Вот все одновременно. Увидел темное, бах, мазанул. Увидел светлое, бах, и сразу появляется диапазон между самым темным и самым светлым. Потом среднее, потом по температуре цвета. Ну,
по теплу-холоду или по каким-то включениям. Но главное, что сразу. Почему он клал темное? Он говорил, что так живопись сочнее. То есть, если посмотреть в картине, что самое темное, вот мотив, что самое темное, он раз и положил. Той густоты, которую вот чувствуешь. И самое светлое, включая блики. Тогда, если блик самый светлый, ты от него смотришь другое. Такой подход ведет к тому, что меньше ошибок будет в работе. И уточнение этих ошибок и есть живопись. Уточняя, не до конца прописывая, не чертежно, не протокольно. Мышление не должно быть таким протокольным. Все по линейке, все точно. А вот не до конца прописывая уточнение, получается живая ткань. Ну, пишете вы, например, портрет. Вот человек на фоне чего-то там сзади природы. Конечно, мы понимаем, что это фон. Но мы же можем сразу в тоне проложить бах, одно к другому. Да, там будет меньше деталей. Да, там будет все будет условно. Да, там будет меньше деталей. Да, фон — это больше условностей, если это главное. Но цвет, тон должен же соответствовать. Идея в этом. Я думаю, будет все в порядке, если перестать мыслить фон, не фон. Главное, чтобы тонально и по цвету все это было собрано. Алла Немкова, будет ли когда-нибудь ваша персональная выставка проводиться в Санкт-Петербурге? Будут предложения, я с удовольствием. Я сотрудничаю в Петербурге с хорошей галереей «Ля Петит». И очень надеюсь, что мы сделаем персональную выставку. Я только за. Сейчас в Москве проходит персональная выставка, напомню вам об этом. Весь первый этаж особняка занят работами, так что заходите. Буду только рад. Только нужно записаться по телефону на посещение. Вам назначен день и час. Седов Борис. У меня бывает такое: с удачного этюда пытаюсь сделать работу больше. Перевожу все в холст, сохраняя максимально мотив. Чуть доработав композицию, но дальше не я веду, а работа ведет меня. Ну так прекрасно, об этом сколько раз говорилось. Появляются куски, которые мне нравятся, и как-то я ухожу от первоначального. Так замечательно. Появляется новая реальность, и в конечном итоге какая-то другая работа. Так замечательно. А в сравнении этюд выигрывает. Это всегда так. Смотрю большие работы мастеров и вижу, что цвета часто условны, то есть подчинены большому формату, но все гармонично. Это сложная работа, Борис, безусловно. Картина — это всегда другое, чем этюд. Ну и что? Пусть будет другое. А гармонично или нет, мне кажется, большой пленэрный опыт сделает так, что каждая работа из-под вашей кисти будет гармонична. Все дело во видении, во внутренней гармонии, которая изменяется. Мы другими становимся, когда мы много работаем на пленэре. Пленэр — это жажда, это ждешь его все время. Поездки, новые впечатления. С друзьями хорошо пленэры делать. Почему? Потому что мы смотрим друг от друга. Это какой-то котел, в котором происходит, все варится. Этот бульон, общая энергия коллективная работает. Мы смотрим, как другие работают, радуемся их достижениям, их взгляду, их новизне. Фактически, видя, как другие открывают мир, пишут по-новому, мы сами вынуждены соответствовать этому бегу, этой животворящей энергии. Бежать на уровне с ними, иначе отстанем. Работать вместе, а потом еще выставляться — это какая-то соревновательность. И очень полезно, как мне представляется, писать разного формата работы на пленэрах. И небольшие, и побольше, и, может быть, формат. Ну, если есть время. Потому что формат всегда требует более длительной работы. Но наше участие, постоянное размышление, постоянное изменение себя. С каждой новой работой мы можем подняться на новую ступень. Мы можем иначе видеть. В этом вся штука. Ведь каждая новая работа — это результат нового видения. Если это просто повторение того, что мы уже хорошо знаем, это одно. А если это прорыв в новизну, это открытие. Еще небольшой фрагмент с выставки, которая проходит в Москве.